Здравствуйте! Рада приветствовать вас на нашем канале «Родительский клуб». Сегодня мы будем говорить о такой теме, как коклюш у детей. Меня зовут Юлия Витальевна Токарева, я врач-педиатр, инфекционист клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной. Коклюш – это острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией Bordetella pertussis, характеризуется длительным приступообразным судорожным кашлем. Другие бактерии Bordetella parapertussis и Bordetella bronchoseptica вызывают коклюшеподобные заболевания. Эти заболевания переносятся намного легче. Коклюш еще называют 100-дневным кашлем. Заболеваемость коклюшной инфекцией остается на высоких цифрах. Каждые 2-3 года отмечается подъем данной инфекции. Отмечается также сезонность, повышенные цифры регистрируются в осенне-зимний период. Источником инфекции являются больные типичной и атипичной формой. Больные остаются заразными до 25-го дня болезни. Далее считается, что человек уже не выделяется слюной, кашлем данного возбудителя. Особую опасность представляют больные коклюшем в первые 3-4 недели болезни. Путь передачи инфекции воздушно-капельный. Больной человек выделяет возбудителя в окружающую среду при кашле, чихании, при тесном разговоре. Особую опасность несут люди, которые переносят болезнь в атипичных формах, потому что общее состояние самочувствия их не страдает, но при этом они выделяют возбудители. Они ведут активную социальную жизнь, общаются с друзьями, близкими и тем самым представляют для них высокую опасность. Восприимчивость к коклюшной инфекции высокая. У непривитых детей первого года жизни составляет 70-100%. То есть не болевший и не привитой ребенок первого года жизни, если проконтактирует с болеющим этой инфекцией, в большинстве случаев заразится и будет переносить эту инфекцию в тяжелой форме. В возрастной структуре заболеваемости коклюшной инфекцией наибольшую группу представляют дети от 6 до 14 лет. Почему? Потому что в этом возрасте снижается титр защитных антител, который формируется у детей, которые получают полный курс вакцинации. Титр снижается, и тем самым у нас дети могут переносить данную инфекцию. Особую группу следует выделить – это дети первых 2 лет жизни, потому что из-за своих анатомофизиологических особенностей данная инфекция у них будет протекать в среднетяжелых и тяжелых формах. Классификация коклюшной инфекции выделяют типичные формы коклюшной инфекции и атипичные формы коклюшной инфекции. Атипичные формы характеризуются тем, что данная инфекция не имеет характерную смену цикличности периодов болезни. Кашель, который присутствует у болеющего, он нечастый, не навязчивый и не вызывает у человека особого дискомфорта. При типичной форме коклюшной инфекции различают периоды. Первый период инкубационный. Инкубационный период длится от 3 до 14 суток. В среднем это 7-10 суток. Второй период это у нас предсудорожный либо катаральный. Бактерия, которая попала в верхние дыхательные пути, размножается и оседает в верхних и нижних дыхательных путях, размножается и начинает поражать верхние дыхательные пути. Таким образом у нас появляются первые жалобы. Из жалоб у нас будет небольшой насморк, покашливание, при этом общее состояние обычно не страдает. Температура тела остается нормальной. В редких случаях может быть повышение до 37-38 градусов, но в большинстве случаев температура все же остается на нормальных цифрах. В катаральном периоде ребенок чувствует себя хорошо, и заболевание похоже как на обычное ОРВИ, поэтому заподозрить коклюшную инфекцию в этом периоде достаточно сложно. Обычно при обращении к педиатру врач назначает симптоматическое лечение, на фоне которого проходит насморк, но сохраняется кашель. Кашель – это основная жалоба, которая будет сохраняться на протяжении всей болезни. Длительность катарального периода – это 1-2 недели. Второй период – это период приступного либо судорожного кашля. Основной жалобой в этот период становится кашель. Кашель
от начала болезни усиливается, носит приступообразный характер, беспокоит ребенка в дневное и ночное время. Кашель приступообразного характера может заканчиваться отхождением небольшого количества мокроты либо рвотой. В этот период также появляются характерные для данного заболевания репризы. Что из себя представляют репризы? На фоне сухого приступообразного кашля на вдохе звучит характерный звук. Через суженную голосовую щель с током воздуха появляется данный звук. Он похож на петушиный крик. Коклюш, с переводом с французского, петушиный крик, это отражено в основном названии заболевания. Сухой продолжительный кашель в сочетании с репризами – это классическая жалоба при коклюшной инфекции. Вот так это выглядит. После реприза кашель может продолжаться дальше. За один приступ при коклюшной инфекции может быть от 3 до 4 реприз. При тяжелом течении коклюшной инфекции приступ сухого навязчивого кашля может длиться до 4-5 минут. При этом ребенок высовывает язык кверху, при этом он может травмировать уздечку языка. Поэтому при осмотре врач-педиатр может увидеть травмированную уздечку. Это также характерный признак при коклюшной инфекции. В период приступного кашля ребенок краснеет, затем может появляться цианоз носогубного треугольника. За счет сильного приступообразного кашля могут появляться кровоизлияния в склеры, либо в мягкие ткани, например, в области глаз. Приступ прекращается постепенно. Он может либо заканчиваться рвотой, либо отхождением мокроты, либо может просто произвольно закончиться. По тяжести заболевания выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую коклюшную инфекцию, за счет чего оценивается тяжесть, за счет частоты приступов этого сухого кашля. Если мы говорим про легкую форму, эти эпизоды носят нечастый характер, и тем самым общее самочувствие ребенка в межприступный период относительно нормальное. То есть нет выраженного интоксикации, недомогания, ребенок ест, пьет, живет обычную жизнь. Просто в периоды этого кашля чувствует себя нехорошо, в плане того, что он может быть в ночное время и вызывать дискомфорт. При средне-тяжелых и тяжелых формах данного заболевания, особенно для детей раннего возраста, частые эпизоды сухого приступообразного кашля переносятся тяжело. Появляется интоксикация, частые эпизоды кашля изматывают ребенка. Ребенок не может полноценно есть, пить, потому что все, что он ест и пьет, может не усваиваться из-за эпизодов кашля, и таким образом ребенок будет недополучать то количество жидкости и еды, которое ему необходимо. Средне-тяжелые и тяжелые формы заболевания лечатся в основном в условиях стационара. Кашель при коклюшной инфекции возникает из-за активации кашлевого центра. Бактерия Bordetella pertussis при попадании в верхние дыхательные пути выделяет токсин, который в дальнейшем раздражает дыхательный центр, и там формируется очаг, из-за чего у нас возникают эпизоды приступного сухого кашля. Четвертый период – это период разрешения. Он может длиться от нескольких недель до месяцев. При легком течении данного заболевания этот период длится 1-2 недели, то есть обратное развитие, кашель приобретает продуктивный характер и полностью разрешается. При среднетяжелых и тяжелом течении инфекции кашель может сохраняться на долгие месяцы, но он уже носит менее тяжелый характер. Кашель будет намного легче и проще протекать. В периоде разрешения, так как кашлевой центр раздражен, любое ОРВИ может провоцировать возобновление характерного приступообразного кашля. Однако это не возвращение коклюшной инфекции, а реакция выздоровевшего, но не восстановившегося еще организма на инфекционный нововозбудитель. Осложнения коклюшной инфекции возможно у детей раннего возраста, более часто встречаются, но и могут встречаться в любом возрасте, также у взрослых. К осложнениям можно отнести развитие пневмонии, эмфиземы, пневмоторакса. Также к осложнениям будет относиться
кровоизлияние в глазницу, развитие пупочных грыж, паховых грыж, выпадение прямой кишки. Для диагностики коклюшной инфекции очень важное место занимает сбор анамнеза и жалоб. В первую очередь мы обращаем внимание на длительность кашля. Если ребенок кашляет более 7 дней, следует задуматься о коклюшной инфекции. Далее имеет особо важную роль контакты. Есть ли в семье длительно кашляющие, необследованные родственники? При сборе анамнеза также уточняем эпидемиологический анамнез. Если ребенок организован, детский сад, школа, имеется ли карантин в учреждении. При подозрении на коклюшную инфекцию обязательный забор клинического анализа крови. В клиническом анализе крови при типичном течении коклюшной инфекции мы можем увидеть характерные изменения. Характерные изменения у нас в виде лейкоцитоза с лимфоцитозом. То есть клетки лейкоциты будут высоко повышены. Они коррелируют по тяжести течения заболевания. Если мы говорим про легкое течение данной инфекции, может быть невысокий лейкоцитоз, либо он может совершенно отсутствовать. При средне-тяжелых и тяжелых формах лейкоцитоз обычно высокий, 30-40 тысяч. Золотым стандартом при установке диагноза коклюш считается бактериологический метод. Бактериологический метод представляет из собой забор мазка с задней стенки глотки и посев. Бактериологическое исследование делается двукратно с интервалом в 1 день. Также мы можем использовать метод ПЦР. Методом ПЦР мы собираем с задней стенки глотки слизь и определяем наличие и отсутствие ДНК возбудителя. При исследовании на ПЦР нам достаточно одного анализа. При позднем обращении за медицинской помощью на 3-4 неделе болезни мы можем использовать серологические методы. Серологические методы – это метод ИФА, метод определения антител. Мы смотрим в крови наличие титра антител, однако однократного исследования будет недостаточно. Мы можем говорить о заболевании коклюш только при повторном исследовании через 10-14 дней, и если в этом анализе мы увидим нарастание титров антител. Для исключения осложнений со стороны легких мы можем выполнять рентгенографию органов грудной клетки для исключения пневмонии, эмфиземы, ателектазов. Дети до года представляют собой особую группу при коклюшной инфекции, так как они могут быть не привиты или привиты неполным курсом. У детей данной категории имеется особенность в плане того, что у них каждый период может протекать не так характерно. Таким образом, катаральный период может уменьшаться. Приступный период характеризуется отсутствием характерных репризов, то есть кашель может быть сухим, частым, однако характерные признаки отсутствуют. Но в этот период мы можем замечать апноэ. Апноэ – это остановки дыхания, очень опасные и угрожаемые для детей раннего возраста. При частых апноэ может формироваться дыхательная недостаточность. Течение легких форм и детей со средне-тяжелыми формами более старшего возраста может происходить в амбулаторных условиях. Дети первого полугодия жизни и дети раннего возраста до 2 лет с средне-тяжелыми и тяжелыми формами подлежат обязательной госпитализации в инфекционный стационар. В лечении инфекции особое место занимает антибактериальная терапия. Антибактериальную терапию следует начать как можно раньше при подозрении на коклюшную инфекцию. Антибиотики используются из группы макролидового ряда. Считается, что особо эффективны антибиотики в катаральный период до развития приступного кашля и в первую неделю приступного кашля, потому что антибиотики действуют на возбудителя, а у нас при коклюшной инфекции формируется очаг в продолговатом мозге, в дыхательном центре, за счет чего у нас дальше происходят приступообразные спастические эпизоды кашля. Антибактериальная терапия назначается врачом, педиатром курсом на 5 дней. Антибиотики влияют на выделение возбудителя в окружающую среду. Считается, если ребенок либо больной коклюшной инфекцией принимал курс антибактериальной терапии в катаральный период и в начальный период судорожный, через 5 дней возбудителя уже не выделяют в окружающую среду. Если мы успеваем дать ребенку антибиотик в катаральный период, то эпизоды приступов судорожного кашля будут иметь более легкую форму.
Так как основная жалоба при коклюшной инфекции – это сухой, частый приступообразный кашель, используются противокашлевые средства. Противокашлевые средства назначаются строго по назначению врача-педиатра. В лечении используются успокаивающие средства, глюкокортикостероиды системного действия, могут использоваться при тяжелом течении нейролептики. Особую роль играет кислородотерапия. При лечении коклюшной инфекции в амбулаторных условиях следует уделить особое внимание частому проветриванию помещения, где находится ребенок. Если в комнате, где находится больной коклюшной инфекцией, есть увлажнитель воздуха, замечено, что приступы кашля значительно легче переносятся ребенком. Мероприятие в очаге при обнаружении больного коклюшем. Больной изолируется на 25 дней от начала заболевания. За контактирующими с больным устанавливается наблюдение на 14 дней. При появлении первых признаков болезни, кашля, берется ПЦР на коклюшную инфекцию, либо двукратное бактериологическое исследование, посев. В очаге коклюшной инфекции профилактические прививки не проводятся, достаточно влажной уборки и проветривания. Профилактика коклюшной инфекции. К профилактике коклюшной инфекции у нас относится вакцинация. По национальному календарю профилактика коклюшной инфекции начинается с возраста 3 месяцев и делается трехкратно с интервалом в 45 дней. В 3, 4,5 месяца и в 6 месяцев. Далее у нас в возрасте 1,5 лет, в 18 месяцев делается ревакцинация. Таким образом, после проведенной ревакцинации формируется иммунитет, который существует в течение 5-6 лет. Когда ребенок достигает возраста 6-7 лет, титры его защитных антител снижаются. В нашем национальном календаре прививок не предусмотрена дальнейшая ревакцинация в возрасте 6 лет и 14 лет, хотя во всем мире в этом возрасте проводят ревакцинацию. Выделяют клеточные вакцины, это АКДС, и бесклеточные вакцины, это Пентаксим и Адасель. При наличии возможности проведения ревакцинации в возрасте 6 лет вакциной Адасель следует воспользоваться этой возможностью, потому что у ребенка сформируется защитный титр антител на следующие 6-10 лет. Во всем мире существует практика вакцинации в детей в возрасте 6 лет и 14 лет. Далее рекомендуется ревакцинация во взрослом возрасте каждые 10 лет. Существует также понятие кокон-вакцинации. Это формирование защитного кокона для новорожденного ребенка. Беременной женщине в период с конца 2-го триместра и начала 3-го триместра рекомендуется введение вакцины Адасель с целью вакцинации защиты. Таким образом, дети с первых 3 месяцев жизни будут защищены от данной инфекции, так как эта группа детей особенно тяжело переносит данную инфекцию. Не отказывайтесь от вакцинации своих детей, потому что только вакцинация является надежным способом защиты от коклюшной инфекции. Спасибо за внимание, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!